Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас обзор по легкому, запомните эту аббревиатуру, легкому танку. Вот смотрите, покажу. Смотрим, элитный легкий танк 4 уровня, фракция, проходная прокачиваемая ветка. Это легкий танк. Вот, и уже по сложившейся традиции предлагаю обзор по данному танку начать с его бронирование. Пойдем посмотрим броню. Погнали. АМХ-40. Легкий, очень легкий танк. Вот, его броня давайте изучать. Это 4-й левел, чтобы вы понимали. Внизу у нас 80 миллиметров. В приведенке попробуй пробей НЛД. Корпус у нас такой, много групп брони. Тут, короче, такой полукруглый чуть-чуть, да. Ну, давайте смотреть, будем называть его НЛД, всю эту часть. 90, 70, 74, где катки по 70. Как вы считаете, для легкого танка, как бронирование? Да. ВЛД 60 миллиметров, но тут хороший угол приведенной брони, поэтому в приведенке у нас выходит 147, сейчас я его правильно поставлю, вот, 163, 219, 271, 193, 270, 190, и еще и система пишет рикошет. Замечательно, вот здесь еще щечки 300, 508, лючок мехвода 76, здесь рядом 120, 110. Вот, башня сама, да, башня, смотрим, 131, 96, 120, 150, 180, 130, 133, тут повыше 90, тут более плоская часть, да. Сам лючок наверху, вот этот смотровой, да, командирский обзорный прибор 96, 93, маска у нас 80 кругляшок, местами 160. Вот, и верхняя планочка рикошет 120. Как вам бронирование? Начиная с ВЛД и выше, да, ну, есть вот места, лючок мехвода у нас, да, и есть вот это вот под обзорным прибором 90 там. Как вам такое бронирование? Это легкий танк. То есть у нас достаточно ослабленная НЛД 70, но многие танки на 4 уровне тяжелые, да, не могут похвастать таким бронированием. Что у нас танкование от борта? У нас тут все хорошо, куча экранов, 65 верхняя часть надгусеничные полки, вот 45 самая верхняя борта, внизу вот с катками там до 80. Может ли он танковать? Конечно. Он идеально танкует от борта, просто идеально. У него нету ослабленных зон, даже через каток эта тварь не бьется практически. Это настоящий тяжелый танк. Все, разобрались, это какая-то ошибка у Wargaming, это не легкий, это супер тяж на 4-м левеле. Давайте смотреть его основные модули. У нас прилагается 3 пушки, естественно, нас вот эти вот штуки вообще не интересуют, нам нужна топовая нашего 4-го левела, 4 уровня пушка. С альфой 110, с пробитием основным 74, голдой 92, заряжается 6 секунд, вот, разброс 0,46, время сведения, конечно, некомфортное, 2,5 секунды, да и точность пушки полный кусок дерьма, да и заряжается она долго. Вот, дальше, что нам дает топовая башня? Топовая башня. Здесь падает у нас скорость поворота 8,60, но прибавляется чуть-чуть лобовой брони. Вот. По рации тут даже комментировать не буду. Топовую ставим 360, здесь у нас 300, хоть плюс 60 будет. По двигателю танк очень медленный, неповоротливый, однозначно топовый двигатель, однозначно топовый ходовой. Тут даже обсуждать нечего, он не едет совсем. Мы сейчас, кстати, это посмотрим. Вот, по снарядам. Здесь тоже сюрприз. У нас основной снаряд ББХ и скорость полета 600, а вот кумулятивные снаряды у нас голда летят вообще 480. То есть к этой пушке надо привыкать, и стрелять с нее очень тяжело. В упор
нормально, в упор, прям вот в лоб, что называется, без сведения. На среднем расстоянии уже проблема. На большом расстоянии из этой пушки вы в жизни ни в кого, ни во что не попадете. Это 100%. По снаряжению стандартный комплект ремка, аптечка, огнетушитель. Поскольку у меня экипаж не переобучен на 100% на этот танк, я позволю себе поставить доп. Паёк, чтобы хоть как-то нивелировать эти потери. Я не буду переобучивать с ЕБР 105 француза, да, экипаж на этот кусок говна. Вот. Экипаж у нас 3 члена экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым перком боевобраса, дальше качает, как показано в таблице. Вот, теперь по его тактико-техническим характеристикам. По пушке сразу УВН минус 7, и это не самый лучший УВН, это даже не комфортный, хоть как-то УВН это очень плохой показатель. По ХП у нас 400 ХП, и тут вот странная вещь, ложь в самой игре, что это легкий танк, на самом деле с броней медленный, тяжелый, да, и нам дали всего лишь 400 хп, что очень плохо. Это минус этого танка. По мобильности, смотрите, 54 вперед, с турбиной, был бы так 50, 22 назад был бы 20, я поставил турбину, а менее 10 лошадей на тонну. Ребята, он никогда не набирает 50, он даже не набирает 40 км в час. Я вам даже по-другому еще скажу, он не набирает 30 км в час. То есть он едет от 20 до 30, не более. Что это за цифры, я, честно говоря, даже не понимаю. Вот, по незаметности у нас тяжело, но все-таки легкий танк, и поэтому он, в принципе-то, не очень большой танк. Нам дали незаметность, потому что называется это легкий танк. Дали незаметность. У нас 31 неподвижный, движение 26. То есть по незаметности этому тяжелому все-таки танку плюс. По обзору у нас опять же работает схема легкий танк. И нам дали 364 обзора, и у меня еще штраф минус 20. Так бы было там 391. Да, 391 метр, что как для тяжелого танка очень много. Поэтому это какая-то несуразность, какие-то сплошь ошибки по этому танку, по МХ-40. Он и не тяжелый, он и не легкий, вообще не пойми, что это. Сама игра считает его легким, а по факту бронирования это реально тяжелый танк. Ну жуть, какая-то путаница. Ладно, по плюсу-минусам танку. По броне ему однозначный плюс, это сверхтяжелый танк. Это не тяжелый, а сверхтяжелый танк на 4-м уровне. По подвижности жирный минус. Это один из самых медленных танков в игре на 4-м левеле. По пушке супер жирный минус. Альфа нормальная, а вот пробитие достаточно все равно слабое. Снаряды летят медленно. Очень медленно, УВНов у пушки нету, сводится пушка долго, точность у пушки кусок дерьма. Это минус по пушке. Дальше, по незаметности плюс, потому что мы ЛТ, да, по незаметности плюс. По обзорам тоже плюс, потому что мы ЛТ номинально, а фактически тяжелый танк. Так что какая-то непонятно спорная машина. Ну да ладно, предлагаю уже отправляться в бой, пощупать, подергать за рычаги, посмотреть, на что эта тачка вообще способна. Погнали. Так, Карелия, попали к пятеркам. Попали к пятеркам. Три ЛТшки, сейчас светить поедем. Так, у нас обзор АМХ-40, французский легкий танк, прокачиваем проходная ветка. Сейчас мы эту мыльницу испробуем. Здорово всем, здравствуйте все. Да, скорость, ЛТ, видите? Вот такая ЛТшка. Да. Ни турбины ей ничего не поможет. Да, Жорик Варданов.
Скорость полета снаряда, сами видите. И точность орудия тоже, я думаю, вы видите. Очень просто. Ой, попали, надо же. Даже не верить. Луча нашего сожрали. Проходимость по грунтам просто сумасшедшая. Да. Короче, хуже танка я не видел. Господи. Все как плохо. УВНов нету. Ничего нету для эффективной войны. Начальника! Перемет! Выли, делать будем. Жесть. Без УВН, без всего. ВТ-7. Сдох. Ну, 400 насветили. Короче, это самая плохая ЛТшка вообще среди всех ЛТшек. Медленная, нет УВН. Снаряды летят долго. И, ну, короче, все. Ребята, это не танк, это кусок говна. Да. Просто идеальный танк. Ладно, поехали умирать. Я даже играть на нем не хочу. Это просто, ну, представляете, как едет. Не, ну это что за издевательство такое? Это мы на турбине? Сашка, Начальника пришел! Какая жесть. Александр Родионович Бородач. Я в шоке вообще просто. Вы знаете, как едет эта ЛТ? Чё за ерунда такая? Ну это жесть. Хедзер быстрее ездит. А бугор вообще не едет. Не. Увольте меня, но это нет. Это вообще не ЛТ. Это кусок дерьмища. Это жесть. Не.
На сём обзор заканчиваем. Летят снаряды хреново, пушка не точная, летят снаряды медленно, не едет, нифига УВН нету, но это просто антитанк. Это антитанк. Все, даже тут говорить нечего. Просто говорить нечего. Все, все. Самый жирный минус, который можно вообще поставить танку, это просто. У меня слов нет. Этот танк надо быстрее проходить и про него просто забывать. Вообще, господи. Ну реально хуже танка вообще не катало. Мужики, это просто турбина стоит. Он просто не едет. Максимальная скорость 54. 9 лошадей. Вообще не едет. Просто не едет. Да. Ну, да, броня есть. Но... Да. Ладно, пишите свои комментарии, какое вы используете оборудование на этом куске говна. Вот. Ну как ЛТ, он себя скомпрометировал. И ЛТшки на 4-м уровне других наций, они настоящие уже ЛТшки, они быстро ездят, светят и прочее. Зачем было называть этот танк ЛТ? Элитный легкий танк. Это элитный тяжелый танк. Но, да. Все, ребята, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Говорю, до скорых встреч, пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.